Глава 166. Законы скорости. Это аватар? Нет, это что-то другое. Несмотря на удивление, реакция Хань Ли оставалась такой же острой, как и всегда. 7 точек белого света мгновенно появились на его груди и животе, а одна из его рук резко увеличилась в размерах, когда он ударил кулаком по второй фигуре. Раздался оглушительный грохот, когда вторая фигура отлетела назад от огромной силы удара, но как раз в этот момент Хань Ли внезапно почувствовал, как по его спине пробежал холодок, и он только успел слегка повернуть голову, прежде чем его ударили острым лезвием в плечо возле шеи. Несколько чешуек на его плече были сломаны, и кровь брызнула во все стороны, когда он отлетел вперед по воздуху от силы удара. Он только успел немного прийти в себя, как увидел позади себя третьего молодого человека в черной робе, который также был полностью идентичен двум другим как по ауре, так и по внешнему виду. Хань Ли поспешно использовал свой импульс, чтобы перевернуться в воздухе, а затем стабилизировался на расстоянии более 300 метров, активировав свои глаза духовного прозрения. В то же время набор из 9 белых летающих мечей также вылетел, прежде чем начать вращаться в воздухе вокруг него, образуя плотную сеть мечевидных нитей, защищающих его со всех сторон. На лицах 3 молодых людей в черных робах одновременно появилась насмешливая улыбка, когда они увидели это. Внезапно все трое набросились на Хань Ли с 3 разных направлений, и руны на поверхности их черных сабель ярко замерцали, заставляя окружающее пространство искривляться и деформироваться. Ярко-голубой свет сиял в глазах Хань Ли, когда он пристально всматривался в 3 фигуры, оценивая всю визуальную информацию, которую он мог собрать, включая траектории их движения, их действия и даже выражение их лиц. При этом он обнаружил, что все трое, похоже, были настоящими. Это техника клонирования, которую он использует с помощью законов скорости. Просветленное выражение появилось на его лице, когда он пришел к этому осознанию, но от этого открытия его брови нахмурились еще сильнее. Раздался резкий лязг, и один из летающих мечей был поражен, заставив его содрогнуться и остановиться. В результате в сети мечей образовалась брешь, и прежде чем ее успели заполнить, сквозь нее пронеслась сабельная проекция, устремившись прямо к груди Хань Ли сзади. Хань Ли резко развернулся и ударил кулаком по воздуху, чтобы встретить сабельную проекцию в лоб. Сразу же после этого раздалась череда беспорядочных лязгов, и он увидел, как человек в черной робе, держащий в руках длинную саблю, непрерывно мелькает вокруг него, шаг за шагом разрушая защиту его сети мечей. Благодаря своим глазам духовного прозрения Хань Ли мог следить за движениями своего противника глазами, но его летающие мечи всегда реагировали немного медленнее, и вскоре сеть мечей пришла в полное расстройство. Более того, 2 других клона молодого человека в черной робе постоянно таились в засаде, нанося удары по жизненно важным точкам Хань Ли всякий раз, когда предоставлялась такая возможность. Вскоре на теле Хань Ли уже было около 10 глубоких ран. К счастью, его физическое тело изначально было чрезвычайно крепким, а его физическое состояние было еще больше усилено благодаря его истинному экстремальному телосложению, поэтому, несмотря на то, что его часто били, ни одна из атак не оказалась смертельной. Однако он знал, что вскоре ситуация ухудшится, поскольку пожилой человек в парчевой робе уже достиг заключительной стадии установки своей формации. Раздалось слабое жужжание, когда пространство в радиусе нескольких километров вокруг Хань Ли содрогнулось. Порыв землисто-желтого света пронесся по округе, и астральная ветряная буря остановилась, словно ее запечатала какая-то невидимая сила. Увидев это, Хань Ли без колебаний сложил печать, и мгновенно раздался громоподобный грохот, когда из его тела вырвались бесчисленные дуги серебристой молнии, мгновенно образуя вокруг него формацию серебряных молний. На лице пожилого человека в парчевой робе появилось встревоженное выражение, когда он увидел это, и он немедленно указал пальцем на пластину формации в своей руке, на которой внутри формации вспыхнул ослепительный желтый свет, посылая на Хань Ли еще более сокрушительное давление. В результате активация молниеносной формации Хань Ли также замедлилась. Фан Пань, конечно же, не собирался упускать такую возможность, и в глазах его 3 клонов мелькнуло холодное убийственное намерение, когда они сошлись с 3 разных направлений, выпуская серию мощных сабельных проекций, которые быстро приближались к Хань Ли. Хань Ли крепко стиснул зубы, активировав свою родословную молниеносной птицы до предела, и в воздухе вспыхнул ослепительный серебристый свет, после чего Хань Ли внезапно исчез вместе с молниеносной формацией. Почти в тот же момент со всех сторон бешено хлынуло обширное пространство землисто-желтого света. Шквал сабельных проекций также прибыл, полностью измельчив область вокруг того места, где Хань Ли только что стоял мгновение назад, образуя яростный черный смерч, который мгновенно уничтожил весь серебристый свет, витавший в воздухе. Сразу же после этого 3 Фан Паня в воздухе слились в одного, мрачным взглядом глядя на то место, откуда только что исчез Хань Ли. Пожилой человек в парчевой робе также деактивировал свою формацию, прежде чем подойти к Фан Паню, а затем осторожно принюхался к воздуху, заметив: «Я чувствую довольно много его крови, витающей в воздухе. Чтобы помешать нам испортить активацию его молниеносной формации, он принял атаку от тебя и твоих клонов в лоб, поэтому я уверен, что сейчас у него серьезное ранение». Подумав немного, Фан Пань сказал:
Он не только не умер 300 лет назад, но и обрел тело небесного бессмертного, поэтому я сомневаюсь, что эта атака нанесла ему какой-либо существенный урон. Брат Фэн, мне придется побеспокоить тебя, чтобы ты снова выследил его. Мы не можем позволить ему уйти. Пожилой человек в парчевой робе кивнул в ответ, а затем начал применять свою технику слежения. Тем временем в воздухе над песчаной дюной, расположенной в нескольких сотнях километров отсюда, внезапно раздался громовой раскат. С небес обрушилась молния толщиной с водяной бак, и Хань Ли в растрепанном виде вывалился из молнии, прежде чем упасть на землю. Как только он приземлился, он немедленно высвободил свое духовное чувство, чтобы обыскать всю территорию в радиусе десятков километров, и только убедившись, что поблизости нет опасности, он перевернул руку, чтобы достать пару пилюль, которые тут же проглотил. Затем он закрыл глаза, чтобы помедитировать, и мгновение спустя его аура постепенно вернулась в спокойное состояние, но его выражение лица все еще было мрачным. Он все еще не представлял, кто были его два противника, но, учитывая, насколько они были настроены убить его, у него было примерное представление о том, кем они могут быть. Первая возможность заключалась в том, что они охотились за ним ради награды, предложенной вездесущим павильоном, а вторая возможность заключалась в том, что они были как-то связаны с тем, что он потерял воспоминания о последних 300 годах. Больше всего его озадачивало то, как им удалось разглядеть маскировку, которую он принял, используя маску гильдии странников. Какими бы ни были их цели, это было не то, что он мог проверить в сложившейся ситуации. Мало того, что оба они превосходили его по уровню культивирования, так еще и их способности делали их чрезвычайно трудными для борьбы. Один из них овладел законами скорости, а другой, похоже, был мастером формаций и ограничений, поэтому бороться с ними огнем с огнем было определенно неразумно. Пока эти мысли проносились в его голове, он поднялся на ноги, а затем перевернул руку, чтобы достать нефритовый свиток, содержащий карту континента первичной волны. Кратко взглянув на карту, он убрал нефритовый свиток, а затем начал лететь в определенном направлении полосой лазурного света, в мгновение ика исчезнув вдали. Полдня спустя Хань Ли летел по воздуху над невысоким горным хребтом и с мрачным выражением лица спустился к лесу внизу. Приземлившись, он немедленно сел, скрестив ноги, и принял пилюлю, чтобы восстановить силы, а затем высвободил свое духовное чувство, закрыв глаза, чтобы помедитировать. Однако не прошло и 15 минут, как его глаза резко распахнулись, и на его лице появилось озадаченное выражение. Как им удалось так быстро меня догнать? Пробормотал он про себя, немедленно поднимаясь на ноги. Две мощные ауры внезапно появились на краю его зоны действия духовного чувства и приближались к нему с невероятной скоростью. Хань Ли немедленно взмыл в небо полосой лазурного света, в мгновение ика исчезнув из леса. 2 дня спустя. Полоса неясного лазурного света внезапно появилась в небе над обширным первобытным лесом, из нее появилась высокая фигура, которая неуверенно рухнула в пышный лес внизу. Раздался оглушительный грохот, когда фигура ударилась о большое дерево, заставив его яростно взорваться, разбрасывая во все стороны бесчисленные ветки, листья и обломки древесины. Бесчисленные птицы и звери в лесу немедленно начали в панике разбегаться, еще больше усиливая суматоху. Фигурой, которая ударилась о гигантское дерево, был никто иной, как Хань Ли, и он сел на остатки дерева, а затем вытер с лица лесную росу рукой. Он принял еще одну маскировку, придав себе вид квадратного лица мужчины средних лет. Его глаза были острыми, но усталость на его лице была очень заметна. За последние 2 дня постоянного бегства он израсходовал почти всю свою бессмертную духовную силу, но все еще не смог оторваться от Фан Паня и пожилого человека в парчевой робе, которые, похоже, были полны решимости убить его. Я не могу просто бежать вот так. По крайней мере, я должен выяснить, кто они такие, подумал про себя Хань Ли, быстро проглотив несколько пилюль. Подумав об этом, он закрыл глаза, чтобы помедитировать, восстанавливая свою бессмертную духовную силу как можно быстрее. Примерно через 15 минут он снова открыл глаза, обнаружив в зоне действия своего духовного чувства всплеск мощного духовного чувства. Однако на этот раз он не стал продолжать бегство. Вместо этого он медленно поднялся на ноги, а затем взлетел в воздух над лесом, устремив взгляд на горизонт. Полоса лазурного света стремительно неслась к нему с того направления, и всего через несколько секунд она оказалась не более чем в 3 километрах от него. Внутри полосы лазурного света находился Фан Пань, который держал свою длинную черную саблю с холодным взглядом, в то время как пожилого человека в парчевой робе нигде не было видно. Судя по холодному убийственному намерению в глазах Фан Паня, Хань Ли уже понял, что его маскировка провалилась, и он спросил: «Почему вы так настойчиво преследуете меня?» Фан Пань слегка замешкался, услышав это, но не собирался отвечать на вопрос Хань Ли. Вместо этого он создал в воздухе серию нечетких остаточных изображений, готовясь к прыжку. Глаза Хань Ли слегка сузились, когда он увидел это, и он немедленно активировал родословные истинного духа в своем теле. Глава 167. Вендетта зарождающейся души.
Раздался низкий рык, и все тело Хань Ли озарилось ослепительно-золотым светом. Окутанное золотым светом, его тело быстро расширялось, а из кожи прорастали пряди золотого меха, и в мгновение ока он превратился в гигантскую золотую обезьяну высотой в несколько десятков метров. В то же время Фан Пань уже разделился на 3 идентичных клона, которые приближались к гигантской обезьяне в треугольном построении. Длинные сабли в их руках мерцали черным светом, образуя в воздухе плотную черную сеть сабель, которая окружила Хань Ли со всех сторон. Золотая обезьяна запрокинула голову и издала протяжный рык, яростно размахивая руками по воздуху, высвобождая поток огромной силы, заставивший окружающее пространство дрожать и содрогаться. Перед лицом этого потока огромной силы черная сеть сабель была быстро разрушена, и даже воздух вокруг золотой обезьяны стал чрезвычайно тяжелым. 3 клона, сформированные Фан Панем, слегка покачнулись, а затем одновременно убрали свои сабли и внезапно исчезли с места. В следующее мгновение за спиной гигантской обезьяны вспыхнул лазурный свет, и 3 Фан Паня с саблями в руках появились одновременно, прежде чем злобно рубануть своими саблями по Хань Ли. В тот момент, когда 3 сабли начали свое снижение, они внезапно слились в одну сабельную проекцию с черным светом, закручивающимся вокруг нее, издавая пронзительный визжащий звук, когда они прорезали воздух, заставляя близлежащее пространство становиться размытым и нечетким. Атака была настолько быстрой, что у гигантской обезьяны не было времени уклоняться, но она все же смогла создать на своем теле истинную экстремальную мембрану. Раздался громкий металлический лязг, когда черная сабельная проекция с разрушительной силой ударила золотую обезьяну по спине, и сабельная проекция мгновенно разлетелась на куски, когда вырвался поток черного и золотого света, посылая во все стороны мощную разрушительную ауру, заставившую воздух гудеть и дрожать. Золотую обезьяну мгновенно отбросило вперед, ее истинная экстремальная мембрана была разорвана, а на спине появилась рана. Рана была не очень глубокой, но все же сильно кровоточила, окрашивая ее золотой мех в красный цвет. Фан Паня также невольно отбросила назад на расстояние более 300 метров от силы удара, прежде чем он стабилизировался в воздухе. Он взглянул на гигантскую обезьяну, которая приземлилась на землю неподалеку, и на его лице появилось слегка мрачное выражение. Было ясно, что он не ожидал, что золотая обезьяна сможет принять эту атаку в лоб с такими минимальными ранениями. Как и Фан Пань, Хань Ли тоже чувствовал себя довольно озадаченным. К счастью, он вовремя принял форму гигантской горной обезьяны. Иначе эта атака нанесла бы гораздо более серьезный урон. В то же время, похоже, он нашел способ справиться с атаками Фан Паня, несмотря на преимущество Фан Паня в скорости. Подумав немного, Фан Пань снова разделился на 3 части, прежде чем наброситься на Хань Ли. На этот раз 3 фигуры размылись, когда они пронеслись по воздуху, прежде чем разделиться еще дальше, создав в мгновение ока десятки клонов, как материальных, так и нематериальных. В то же время на гигантскую обезьяну обрушились тысячи черных сабельных проекций. Золотая обезьяна не обратила внимания на рану на спине и начала быстро размахивать своими большими кулаками по воздуху, выпуская бесчисленные кулачные проекции во всех направлениях. Вырвался поток огромной силы, заставивший окружающее пространство яростно дрожать, образуя кольца мощных ударных волн, которые пронеслись по воздуху во всех направлениях. Десятки клонов, созданных Фан Панем, были поражены свирепыми ударными волнами, и большинство из них мгновенно распалось, оставив после себя лишь 3 материальных клона, все 3 из которых выжили благодаря защитным световым барьерам вокруг своих тел. Прежде чем гигантская обезьяна успела что-либо сделать, на лицах 3 Фан Паней одновременно появилась своеобразная ухмылка, после чего все 3 внезапно исчезли с места. Золотая обезьяна слегка замешкалась, увидев это, словно что-то вспомнив. Внезапно из земли под ее ногами вырвался поток яркого желтого света, и из земли хлынула серия веревкообразных потоков желтого света. Потоки желтого света на мгновение извивались и корчились, как духовные змеи, а затем обвились вокруг всего тела гигантской обезьяны, испуская мощные колебания законов. Сразу же после этого из воздуха появился гигантский желтый зонд. Зонд был размером более 300 метров, и все веревкообразные потоки желтого света были соединены с внутренней частью зонта. В этот момент золотая обезьяна уже была завернута в желтый кокон, что делало ее похожей на стержень зонта. Золотая обезьяна была сильно встревожена этим и издала громоподобный рев, когда мышцы на ее теле бешено извивались и корчились, словно живые существа. Ослепительно-золотой свет исходил от всего ее тела, когда она изо всех сил пыталась вырваться. Однако эти обычные на вид потоки желтого света были необычайно прочными, и Хань Ли не смог вырваться, даже обладая невероятной силой гигантской горной обезьяны. Внезапно огромный желтый зонд закрылся вокруг гигантской обезьяны, заманив ее в ловушку. Сразу же после этого над зонтом возникли пространственные колебания, и появился пожилой человек в парчевой робе, усмехнувшись: «Наконец-то я тебя поймал».
Даже если у тебя 3 головы и 6 рук, ты не сможешь вырваться из моей зонта земной сети. Молодец, брат Фэн. Фан Пань во вспышке появился рядом с гигантским зонтом, а затем поднял руку и начал петь заклинание. Из воздуха появилась чернильно-черная цепь, мерцающая черным светом со слабым черным туманом, закручивающимся вокруг нее. Более того, она испускала особый вид колебаний законов. Золотая обезьяна внутри гигантского зонта была крайне встревожена, почувствовав ауру, исходящую от цепи. Это была аура, с которой он был чрезвычайно хорошо знаком, аура цепи законов, разделяющая источник, которые сковывали его зарождающуюся душу более 300 лет назад. «Это ты запечатал мою зарождающуюся душу!» Взревела гигантская обезьяна внутри зонта. «Похоже, ты наконец-то вспомнил. Нам троим пришлось пойти на многое, чтобы одолеть тебя, и мы думали, что наша тайна погибла вместе с тобой, но, к моему удивлению, ты все еще жив», — сказал пожилой человек в парчевой робе над гигантским зонтом. Ярко-золотой свет снова вырвался из тела золотой обезьяны, когда она яростно боролась и билась внутри гигантского зонта. «Прекрати свои бесполезные попытки», — сказал пожилой человек в парчевой робе с холодной улыбкой, опуская ладонь вниз. Всплеск ослепительно-желтого света мгновенно вырвался с поверхности гигантского зонта, и шквал желтых рун бешено хлынул вперед, прежде чем начать вращаться вокруг зонта, заставляя его еще больше сжиматься. В то же время Фан Пань завершил свое заклинание и быстро складывал серию печатей. Черный свет, исходящий от черной цепи, быстро усилился, когда вокруг цепи появились бесчисленные черные руны, и эти руны быстро увеличивались в размерах, испуская слабые пространственные колебания. Как раз в тот момент, когда Фан Пань собирался завершить свои приготовления, внутри желтого зонта раздался оглушительный грохот, после чего произошла невероятная сцена. Из раздувающегося желтого зонта внезапно вырвался свет всех цветов, а по поверхности зонта хлынул желтый свет, когда он раздулся еще больше. Увидев это, в глазах пожилого человека в парчевой робе появилось озадаченное выражение, но прежде чем он успел что-либо сделать, он внезапно выплюнул полный рот крови, и его лицо мгновенно побледнело. В следующее мгновение раздался оглушительный грохот, когда желтый зонт был яростно разорван на части. Духовный свет на поверхности зонта быстро угас, а изнутри появилась золотая фигура, которая быстро увеличилась до более чем 300 метров в высоту, поднимаясь в воздух. Это была гигантская золотая обезьяна с 3 головами и 6 руками, и потоки желтого света, которые раньше обвивали ее тело, уже нигде не было видно. Гигантская обезьяна быстро сложила серию печатей всеми 6 руками, и появились бесчисленные дуги ослепительной серебристой молнии, образовавшие вокруг нее огромную молниеносную формацию. Все это произошло в мгновение ока, и Фан Пань пришел в ярость, открыв рот, чтобы выпустить шар кровяной эссенции в черную цепь перед собой. «Ты не уйдешь!» Черный свет, исходящий от цепи, еще больше усилился, когда она внезапно увеличилась в несколько раз по сравнению с первоначальным размером, а затем исчезла с места, прежде чем появиться прямо перед гигантской обезьяной, а затем прошла прямо сквозь ее грудь и живот. Почти в тот же момент внутри молниеносной формации вспыхнул ослепительный серебристый свет, и гигантская обезьяна внезапно исчезла, в результате чего цепь ударила в пустоту. Фан Пань пылал, глядя на медленно угасающие остатки серебристого света в воздухе, и яростно скрежетал зубами. Он глубоко вздохнул, чтобы взять себя в руки, а затем сделал манящий жест, чтобы убрать черную цепь. Пожилой человек в парчевой робе также подлетел к нему с мрачным выражением лица и сказал: «Я не думал, что он сможет силой вырваться из зонта земной сети». Фан Пань убрал черную цепь, а затем сказал: «Это второстепенная проблема. Главная проблема, с которой нам нужно разобраться, это его молниеносная формация. Если мы не найдем способ противодействовать ей, он будет просто убегать, и мы никогда не сможем его выследить. Брат Фэн, ты эксперт в формациях и ограничениях, у тебя есть способ остановить его. Дважды понаблюдав за его молниеносной формацией, я примерно представляю, как она работает. Это нечто, сочетающее в себе силу пространства и силу молнии, и на самом деле не так уж сложно противодействовать ей, но нужно подготовить специальные талисманы, а у меня сейчас нет таких талисманов», ответил пожилой человек в парчевой робе, слегка нахмурив брови. «Есть ли другой способ? Если мы сможем разгадать секрет, который он хранит, мы сможем без проблем преодолеть наше узкое место», сказал Фан Пань многозначительным голосом. «Есть и другие способы противодействовать его молниеносной формации. Когда-то я изучил секретную технику под названием «дыхание сжигания крови», которая требует сжигания кровяной эссенции для высвобождения. Это секрет, который может разорвать поток духовной энергии всех формаций, и он должен помешать его молниеносной формации действовать», ответил пожилой человек в парчевой робе. Глаза Фан Паня немедленно загорелись, когда он услышал это, и он сказал: «Отлично. Как только мы в следующий раз догоним его, используй эту секретную технику, чтобы помешать ему уйти».
Проблема в том, что использование этой секретной техники сильно истощает тело, и я, скорее всего, не смогу помочь тебе справиться с Ханли, сказал пожилой человек в парчевой робе немного нерешительным голосом. Будьте уверены, все, что вам нужно сделать, это помешать ему уйти, а я позабочусь обо всем остальном, усмехнулся Фан Пань. Говоря это, он поднял руку, чтобы выпустить поток лазурного света, который окутал и его самого, и пожилого человека в парчевой робе, а затем устремился вдаль с невероятной скоростью, в мгновение ока исчезнув за горизонтом. Глава 168. Преследование. Высоко в небе над снежным горным хребтом, находящимся в сотнях километров отсюда, из воздуха появились бесчисленные дуги молнии, которые переплелись, образуя формацию. Во вспышке серебристого света внутри формации появилась гигантская фигура, и это была огромная золотая обезьяна с 3 головами и 6 руками. Как только гигантская обезьяна появилась, она быстро уменьшилась, вернувшись в свою человеческую форму, а формация серебряной молнии распалась вокруг нее. Хань Ли перевернул руку, чтобы достать пилюлю, прежде чем проглотить ее, а затем без остановки полетел в определенном направлении на полной скорости, словно полоса лазурного света. Этот вид телепортации на большие расстояния чрезвычайно истощал силу молнии, птицы молнии, и в данный момент он не знал, есть ли ограничение по расстоянию, на котором Фан Пань и пожилой человек в парчевой робе могли его почувствовать. Если бы его поймали, когда вся сила молнии в его теле была бы полностью исчерпана, то у него не осталось бы пути к отступлению. Однако он не успел улететь далеко, как почувствовал, что его кровь начала бурлить в венах, и стало ясно, что дуэт Фан Паня снова использует ту же технику слежения. Поэтому он, не колеблясь, сразу же начал лететь в другом направлении. В то же время он как можно быстрее переваривал только что принятую пилюлю, одновременно тщательно осматривая каждый дюйм своего тела своим духовным чувством, пытаясь выяснить, где именно на нем была установлена метка. Однако, сколько бы он ни искал, он ничего не смог найти. Несмотря на то, что Хань Ли бежал так быстро, как только мог, Фан Пань был слишком быстро для него, чтобы оторваться, и почти через день они постепенно начали приближаться к нему. На этот раз Хань Ли вообще не собирался сражаться с ними, и в тот момент, когда они появились в его поле зрения, из его тела мгновенно начал вырываться серебристый свет. Одна за другой появлялись бесчисленные дуги серебристой молнии, но как раз в тот момент, когда они собирались сформировать молниеносную формацию, голос Фан Паня прогремел, как гром, на расстоянии нескольких сотен километров. «Ты не уйдешь!» Как только его голос затих, на его ладони засиял ярко-лазурный свет, содержащий бесчисленные танцующие блики, и он толкнул свою ладонь в тело пожилого человека в парчевой робе рядом с ним. Вокруг пожилого человека в парчевой робе мгновенно появилось лазурное гало, внутри которого непрерывно бурлили бесчисленные лазурные руны. Пожилой человек мгновенно исчез в воздухе, а затем снова появился недалеко от Хань Ли. В этот момент Хань Ли был не более чем в полусекунде от завершения своей телепортации. Вокруг него уже сформировалась формация серебряной молнии, и он уже собирался быть затоплен серебристым светом, когда на теле пожилого человека в парчевой робе внезапно появилось обширное пространство багрового пламени, мгновенно превратив его в багровое солнце. Ослепительно-багровый свет распространился по всей территории в радиусе нескольких километров, и как только формация молнии вокруг Хань Ли соприкоснулась с багровым светом, она немедленно распалась к большому ужасу Хань Ли. Как раз в этот момент в поле зрения Хань Ли появилась яркая сабельная проекция, и поначалу она была очень далеко, но в мгновение ока оказалась на нем, подобно молнии, пронзая прямо в его сердце с невероятной скоростью. Зрачки Хань Ли резко сузились, увидев это, и от его тела начал исходить яркий лазурный свет, когда он устремился в сторону. В следующее мгновение Хань Ли появился в нескольких сотнях метров от своего первоначального места. На его руке была огромная рана, обнажающая кость, и кровь хлестала потоком. Однако у него не было времени залечить рану, так как он мгновенно принял форму гигантской горной обезьяны во вспышке ослепительно-золотого света. В то же время бесчисленные золотые чешуйки появились по всему его телу. Тем временем Фан Пань появился за саблей, а затем протянул руку, чтобы схватить ее. Сразу же после этого он начал метаться из стороны в сторону, и по обе стороны от него появились 4 идентичных Фан Паня. Каждый из них держал в руках яркую длинную саблю, когда они с молниеносной скоростью бросились прямо на Хань Ли, выпуская 5 ослепительных сабельных проекций. Внезапно 5 Фан Паней наложились друг на друга, и 5 сабельных проекций также слились в одну. В то же время она резко увеличила скорость в несколько раз, оставляя за собой слои наложенных друг на друга остаточных изображений, пронзая прямо в сердце гигантской обезьяны. Все вокруг сабельной проекции, казалось, стало чрезвычайно медленным, словно все двигалось в замедленной съемке по сравнению с ней. Подобная сну сабельная проекция вонзилась в тело золотой обезьяны, прежде чем выйти с другой стороны, но промахнулась мимо сердца гигантской обезьяны на небольшой промежуток. Золотая обезьяна выплюнула полный рот крови, когда на ее лице появилось ошеломленное выражение, а затем она силой ударила ладонью по своей груди.
Гигантская обезьяна отлетела назад от силы собственного удара, выплюнув еще один большой полный рот крови, который превратился во вспышку багрового света, прежде чем слиться с ее телом. Ее кожа мгновенно стала красной, как кровь, и в то же время на ее груди и спине появилась большая багровая руна, излучающая ослепительно-багровый свет. Тело гигантской обезьяны мгновенно взорвалось, превратившись в шар багрового света, который мгновенно выстрелил из области, охваченной багровым светом, выпущенным пожилым человеком в парчевой робе. Из шара багрового света вырвались бесчисленные дуги серебряной молнии, в мгновение ика сформировав молниеносную формацию. После вспышки молнии Хань Ли снова исчез, оставив пожилого человека в парчевой робе смотреть на это с открытым от удивления ртом. Все это произошло в мгновение ика, и прежде чем кто-либо из них успел отреагировать, Хань Ли уже исчез с места. 5 Фан Паней снова слились в одного, и он с яростным выражением лица смотрел на то место, где только что исчез Хань Ли. Тем временем пожилой человек в парчевой робе пропел заклинание, чтобы погасить багровое пламя, горящее на его теле. Его лицо было довольно бледным, и он поспешно вызвал пилюлю, прежде чем проглотить ее. Черт возьми! Он снова ушел. Выплюнул Фан Пань сквозь стиснутые зубы с ноткой раздражения на лице. Теперь, когда Хань Ли знал о секретной технике пожилого человека, он определенно будет еще более осторожен с этого момента, и, скорее всего, больше не получится использовать ту же секретную технику на нем. Я не думал, что он окажется таким хитрым. Что нам делать теперь? Спросил пожилой человек в парчевой робе, и его лицо все еще не пришло в норму. Фан Пань помолчал немного, а затем сказал: «Сначала догоним его». Затем он взмахнул рукой, чтобы выпустить поток лазурного света, который окутал их обоих. Тем временем, в сотнях километров отсюда, возник молниеносный массив, который быстро распался. Багровый свет угас, и Хань Ли вывалился из него, бледный, как простыня. На его груди возле сердца все еще была рана, которая сильно кровоточила, и в его глазах мелькнул затаённый страх, когда он посмотрел вниз, чтобы осмотреть рану. Если бы он не сдвинулся в сторону в последний момент, его сердце уже было бы пронзено и полностью уничтожено. Его глаза слегка сузились, когда он вспомнил тот подобный сноудар. Было ясно, что Фан Пань до этого момента скрывал свою истинную силу, и даже Хань Ли чуть не стал жертвой внезапного нападения. Единственным лучом света в этой ситуации было то, что Фан Паню явно требовалось некоторое время, чтобы высвободить свои цепи закона, разделяющие источник. Подумав об этом, Хань Ли перевернул руку, чтобы достать зеленый талисман, который он приложил к ране на груди. Талисман выпустил поток нежного зеленого света, который хлынул в рану, и кровотечение немедленно остановилось, а сама рана быстро затянулась. Затем он проглотил пилюлю восстановления истока и, переваривая пилюлю, полетел в определенном направлении, словно полоса лазурного света. Неудивительно, что прошло меньше дня, прежде чем дуэт Фан Паня снова его догнал. Благодаря эффекту пилюли восстановления истока Хань Ли уже в основном оправился от своих ранений. Получив урок в прошлый раз, он немедленно телепортировался, используя свою молниеносную формацию, как только Фан Пань и пожилой человек в парчевой робе вошли в зону действия его духовного чувства. Фан Пань, естественно, был разъярен и расстроен этим. Если он даже не мог приблизиться к Хань Ли, то не мог ничего сделать. Однако на данный момент, естественно, он не собирался сдаваться и отпускать Хань Ли. Несколько дней спустя полоса лазурного света быстро летела по воздуху над черным лесом. В небе над лесом висело густое одеяло темных туч, и из туч время от времени обрушивались огромные молнии, придавая этому району вид леса молний, если смотреть издалека. Внутри лазурного света Хань Ли с мрачным выражением лица мчался по воздуху, уклоняясь от молний, обрушивающихся сверху. Тем временем Фан Пань и пожилой человек в парчевой робе только что прибыли к краю леса, расположенного почти в 100 километрах отсюда. Они оба с некоторой тревогой взглянули на лес молний впереди, но, не видя другого выбора, немедленно полетели внутрь, чтобы продолжить преследование Хань Ли. Полмесяца спустя полоса лазурного света летела, словно ветер, над багровым горным хребтом. Весь горный хребет внизу был охвачен палящим пламенем, из которого поднимались клубы черного дыма, застилавшего все небо. Полоса лазурного света пересекала мир огня и дыма по прямой линии, не предпринимая никаких уклончивых маневров. В сотнях километров отсюда Фан Пань и пожилой человек в парчевой робе с мрачным выражением лица летели в горячей погоне. По мере того, как погоня продолжалась, в мгновение ока пролетел еще 1 месяц. Как раз в этот момент в небе над огромным болотом появились бесчисленные дуги серебряной молнии, чтобы сформировать молниеносную формацию. Раздался громкий раскат грома, и Хань Ли появился в центре формации с нахмуренными бровями. К этому моменту он бежал без остановки почти 2 месяца, и, несмотря на свой большой запас пилюль, он все еще быстро истощал силу птицы молнии в своем теле. Несмотря на то, что он намеренно ограничивал количество раз, когда он использовал свой молниеносный массив, он все еще был менее чем наполовину эффективен по сравнению со своим пиком.
В результате расстояние, на которое он мог телепортироваться с помощью формации, уменьшалось с каждым последующим использованием, и на этот раз он смог телепортироваться не более чем на 250 тысяч километров. Фан Пань и пожилой человек в парчевой робе явно тоже это заметили, и, к ужасу Хань Ли, они ускорили свое преследование. Если бы все продолжалось так и дальше, его в конце концов измотали бы и убили его два преследователя. Благодаря наблюдениям, которые он проводил в этот период, он обнаружил, что все это время его выслеживал не Фан Пань. Вместо этого технику слежения использовал тот пожилой человек в парчевой робе. Этот человек не только мог отслеживать его, но и противодействовать его молниеносному массиву и обладал приобретенным сокровищем бессмертных, способным заманить кого-то в ловушку. Следовательно, он был огромной занозой в боку Хань Ли, которую нужно было устранить. Подумав об этом, он быстро придумал план, а затем начал лететь в другом направлении. Мгновение спустя впереди раздался шум бьющихся волн, и перед ним появилось огромное море. Морская вода имела слабый красный оттенок и издавала резкий ржавый запах. Он с задумчивым выражением лица на мгновение посмотрел вниз на бурлящую морскую воду, а затем продолжил лететь глубже в море. Мгновение спустя он остановился возле багрового острова размером в несколько десятков километров. «Это место подойдет», — пробормотал он себе под нос, а затем глубоко вздохнул, прежде чем поднять обе руки в воздух. Десятки шаров голубого духовного света одновременно вылетели во всех направлениях, а затем исчезли в морской воде внизу. Глава 169. Ответные действия. Шары голубого духовного света, которые только что выпустил Хань Ли, были десятками сокровищ формации, каждая из которых была размером в несколько сантиметров. В следующее мгновение из окружающего моря поднялись шары голубого света, образуя серию глубоких формаций разных размеров, которые начали вращаться на месте. Тем временем Хань Ли щелкнул пальцами по воздуху, и из кончиков его пальцев вырвалась серия почти прозрачных лазурных нитей, которые исчезли в окружающих формациях, заставив их слиться друг с другом, прежде чем снова исчезнуть. Почти через час все окружающие формации исчезли, после чего Хань Ли сложил печать, из его тела вырвались бесчисленные дуги серебряной молнии, образовав под ним молниеносную формацию. Хань Ли исчез с места во вспышке молнии, а затем снова появился примерно в 150 тысячах километров отсюда, но все еще находился в том же багровом море. Тем временем, в бесчисленных километрах отсюда, Фан Пань и пожилой человек в парчевой робе были окутаны полосой лазурного света, когда они мчались по воздуху, словно молния. Пожилой человек в парчевой робе держал в одной руке золотую пластину формаций, одновременно напевая заклинание. Каждые несколько мгновений он снова применял технику слежения, чтобы получать последнее обновление о местонахождении Хань Ли. «Он только что снова телепортировался», — сообщил пожилой человек в парчевой робе. «В каком направлении?» — спросил Фан Пань, слегка нахмурив брови. «На северо-восток, но на этот раз он смог телепортироваться менее чем на 150 тысяч километров», — ответил пожилой человек в парчевой робе. «Отлично. Похоже, он долго не протянет». Фан Пань был в восторге, услышав это, и немедленно начал лететь в северо-восточном направлении. На этот раз они заметили Хань Ли вдали не более чем через 4 часа. Лицо Хань Ли было чрезвычайно бледным, когда он в панике оглянулся назад и снова создал свой молниеносный массив, но на этот раз он смог телепортироваться менее чем на 100 тысяч километров. Фан Пань еще больше воодушевился, увидев это, и принял пилюлю, чтобы восстановить свою бессмертную духовную силу, прежде чем еще больше ускориться. Почти через 3 часа Фан Пань снова догнал Хань Ли. Хань Ли отчаянно ускорился до предела своих возможностей, но все же был немного медленнее Фан Паня. Расстояние между ними быстро сокращалось, и вскоре их разделяло всего несколько сотен километров. Взмахом рукава над телом Хань Ли снова появились дуги серебряной молнии. Выражение лица Фан Паня слегка помрачнело, когда он увидел это. Он знал, что при таких темпах он сможет в конце концов выследить Хань Ли, но он уже преследовал Хань Ли почти 2 месяца, и его терпение давно иссякло, поэтому он хотел покончить с этим как можно скорее. «Поторопись, брат Фэн!» — закричал Фан Пань, когда из его руки поднялись бесчисленные светящиеся лазурные руны, после чего он поместил свою ладонь на тело пожилого человека в парчевой робе. Вокруг него снова появилось лазурное гало, и в следующее мгновение пожилой человек снова появился в непосредственной близости от Хань Ли. Над его телом уже появилось обширное пространство багрового пламени, испускающего ослепительно-багровый свет, который мгновенно охватил всю окружающую территорию в радиусе почти 10 километров. В этот момент Хань Ли все еще не создал свой молниеносный массив, поэтому у него не было возможности уйти. Глаза Фан Паня немедленно загорелись, когда он увидел это, и он сделал хватательное движение, чтобы вызвать в свою ладонь яркую саблю. В то же время вокруг него появились бесчисленные лазурные руны, и его скорость снова увеличилась примерно вдвое. Как раз в этот момент из тела Хань Ли вырвался поток серебряной молнии,
и он превратился в серебряную птицу молнии размером в несколько сотен метров, вокруг которой потрескивали и непрерывно вращались толстые молнии. Молниеносная птица расправила крылья и во вспышке серебряной молнии исчезла с места, прежде чем снова появиться в сотнях километров отсюда. «Твои попытки бесполезны». Холодно фыркнул Фан Пань, появившись рядом с пожилым человеком в парчевой робе, а затем одной рукой схватил его за плечо. Вокруг него появилось облако лазурного света, окутавшее их обоих, а затем превратилось в размытую лазурную тень, которая устремилась в погоню за птицей молнии, в мгновение ока появившись прямо за ней. Молниеносная птица взмахнула крыльями и во вспышке серебряной молнии улетела еще на несколько сотен километров, но дуэт Фан Паня был также быстр и не отставал от нее. Серебряная молния непрерывно вспыхивала от тела птицы молнии, когда она снова и снова применяла свою способность молниеносного движения, и каждый раз она была чуть быстрее дуэта Фан Паня, что позволяло ей избежать захвата. Таким образом, погоня продолжилась, и по поверхности моря быстро перемещались поток серебряной молнии и лазурная тень. Лазурная тень оставалась такой же яркой, как и всегда, но дуги серебряной молнии вокруг птицы молнии становились все тусклее и тусклее. С еще одной вспышкой серебряной молнии молниеносная птица появилась возле Багрового острова. В этот момент дуги серебряной молнии вокруг нее стали чрезвычайно тусклыми, и она летела прямо вперед, похоже, больше не в состоянии использовать свою технику молниеносного движения. Тем не менее, она все еще была чрезвычайно быстрой, но гораздо медленнее, чем скорость, которую позволяла ей развивать ее техника молниеносного движения. Разрыв между лазурной тенью и молниеносной птицей быстро сокращался, и дуэт Фан Паня был в восторге, видя это. Однако брови пожилого человека в парчевой робе внезапно слегка нахмурились, и он крикнул: «Подожди». Однако внимание Фан Паня было полностью приковано к молниеносной птице впереди, и он снова ускорился, сократив разрыв между собой и молниеносной птицей до менее чем 300 метров. Сабля его руке выпускала слой за слоем сабельные проекции, и он уже собирался нанести удар, когда его окружение внезапно превратилось в сплошное размытое пятно. Молниеносная птица впереди исчезла, и он оказался в голубом пространстве. Как только он вошел в это голубое пространство, он сразу же почувствовал, как из-под него хлынула вихреобразная сила всасывания. Сила всасывания была не очень мощной, но она постоянно действовала на него, заставляя его снижать скорость. За ним появился ряд остаточных изображений, когда он резко рванул вперед, пытаясь вырваться из голубого пространства, но внезапно раздался глухой удар, когда в пространстве впереди внезапно появились странные пульсации, и возник водянисто-голубой барьер, который остановил его как вкопанного. Фан Пань немедленно нанес удар черной саблей в своей руке, выпустив большую черную сабельную проекцию, которая с оглушительным грохотом ударила по барьеру впереди, оставив на его поверхности длинную трещину. На лице Фан Паня появилась холодная усмешка, когда он увидел это, и он поднял свою саблю, чтобы снова ударить по барьеру, но барьер мгновенно вернулся в свое первоначальное состояние во вспышке голубого света. Пожилой человек в парчевой робе подошел к нему, и его брови слегка нахмурились, когда он сказал: «Это высокоуровневый массив водного атрибута, который может черпать огромную силу воды из моря, чтобы постоянно пополнять себя. Он славится тем, что его трудно пробить, и одной грубой силы будет недостаточно, чтобы разрушить его». Он стал еще более хлопотным, чем 300 лет назад, выплюнул Фан Пань сквозь стиснутые зубы. Тем не менее, похоже, что он близок к тому, чтобы исчерпать всю свою силу молнии, и он установил этот массив в качестве последнего средства, чтобы попытаться замедлить нас. «Как только мы пробьем этот массив, нам не потребуется много времени, чтобы выследить его», сказал пожилой человек в парчевой робе. «Я буду рассчитывать на тебя, брат Сань», ответил Фан Пань, кивнув. С этими словами пожилой человек в парчевой робе поднялся в воздух, зависнув прямо над центром голубого пространства, и начал складывать серию печатей, одновременно напевая заклинание. Вокруг него вспыхнул поток красного света, и на его теле загорелось багровое пламя. Однако как раз в этот момент над его головой внезапно начала потрескивать серебряная молния, и Хань Ли налетел извне массива. Хотя это правда, что он израсходовал огромное количество своей силы молнии, он не исчерпал ее полностью, и он только сделал вид, что это так, чтобы заманить дуэт Фан Паня в свою ловушку. Он сложил одной рукой печать, а затем резко опустил ее вниз, и мешок истинной воды в его другой руке мгновенно начал раздуваться. Из отверстия мешка вырвался поток черного света, и, словно бурная река сквозь прорванную плотину, хлынула безграничная тяжелая вода, превратившись в чернильно-черного змея из тяжелой воды, который набросился прямо на пожилого человека в парчевой робе. Змей из тяжелой воды был тяжелым, как гора, и все пространство под ним начало яростно дрожать под его огромным весом. В этот момент пожилой человек напоминал багровое солнце, и он находился в критической точке своей секретной техники дыхания сжигания крови. И если бы его прервали здесь, то не только все его предыдущие усилия пошли бы насмарку, но и он получил бы серьезные ранения от обратной реакции секретной техники.
Он поспешно вызвал на свое тело старинный темно-лазурный доспех и одновременно закричал Фан Паню: «Помоги мне, брат Фан!» И еще до того, как раздался крик о помощи, Фан Пань уже пришел в движение, создав серию клонов, один из которых злобно рубанул своей черной саблей по воздуху. Тем временем два других клона поднялись в воздух, оставляя за собой след из остаточных изображений, когда они устремились прямо к Хань Ли. Хань Ли полностью проигнорировал атаки Фан Паня, быстро сложив печать, и по его велению змей из тяжелой воды ускорил свое снижение к пожилому человеку в парчевой робе. В отличие от совершенствования шаров, молнии тяжелой воды, которая требовала тщательного и точного контроля над тяжелой водой, владение таким огромным объемом тяжелой воды, как этот, было скорее испытанием запасов бессмертной духовной силы и силы концентрации. Змей из тяжелой воды обрушился сверху, и первым, на что он наткнулся, была черная сабля Фан Паня, но он тут же поглотил саблю с глухим ударом. В следующее мгновение змей врезался прямо в багровое солнце, которое горело вокруг пожилого человека в парчевой робе. Раздался оглушительный грохот, когда тело пожилого человека рухнуло прямо вниз, словно на его голову упала гора, и весь багровый свет вокруг него мгновенно распался. Доспех, который он надел, испускал бесчисленные темно-лазурные руны, которые все устремились к змею из тяжелой воды. Череда глухих ударов раздалась один за другим, когда тело змея из тяжелой воды было полностью рассеяно темно-лазурными рунами. Однако Хань Ли не только ничуть не расстроился, увидев это, но на его лице появилась победоносная улыбка. Вокруг него вспыхнула молния, когда он едва уклонился от атак приближающихся клонов Фан Паня, а затем быстро отступил. Дурное предчувствие немедленно закралось в сердце Фан Паня, увидев это, и все три его клона как можно быстрее бросились к окраинам голубого пространства. Тем временем на месте разрушения тела змея из тяжелой воды без всякого предупреждения появились 20 или около того черных шаров размером с кулак. Шары зависли в воздухе, не издавая никаких колебаний духовной энергии. Что касается обширного пространства тяжелой воды, на которое распался змей, то оно черной волной поднялось к Хань Ли, прежде чем исчезнуть в его теле. Как раз в этот момент серебряные узоры на черных шарах внезапно начали загораться, и внутри них появились тонкие дуги молнии. Глава 170. Кончина. Сердце пожилого человека в парчевой робе слегка дрогнуло при виде мерцающих шаров вокруг него, и его охватило сильное предчувствие беды. Он поспешно взмахнул рукавами, выпустив сразу 7 или 8 защитных сокровищ, готовясь к тому, что должно было произойти. Раздался оглушительный грохот, за которым последовала череда громовых взрывов, когда 20 или около того шаров молний тяжелой воды взорвались, как фейерверки, один за другим. Дуги серебряной молнии яростно вырвались во всех направлениях, мгновенно охватив всю окружающую территорию в радиусе 3 километров. Руны, высвобождаемые доспехами пожилого человека в парчевой робе, мгновенно разрушались, как только появлялись, а все его остальные защитные сокровища также были поглощены огромным черным солнцем. Мощная ударная волна пронеслась по округе во всех направлениях, заставляя окружающее пространство складываться слоями, когда появились тревожные черные пространственные разломы. Багровое море внизу также было сильно опустошено, и морская вода начала кипеть, посылая в воздух большие клубы красного водяного пара. В то же время на поверхности моря появился большой кратер, словно морская вода была выдавлена вниз каким-то огромным весом, и по краям кратера поднялись большие волны высотой в сотни метров, прежде чем обрушиться к его центру. Голубое пространство, которое охватывало эту область моря, также не смогло выдержать силы взрывов и было яростно разрушено. Потрясающая суматоха продолжалась несколько мгновений, прежде чем постепенно утихла. В этот момент от небольшого острова остались лишь несколько небольших каменистых участков, выступающих из поверхности моря, а по округе продолжали бушевать большие волны. На одном из оставшихся небольших участков острова в луже собственной крови лежал пожилой человек в парчевой робе. Его доспехи были полностью разрушены, а вокруг него были разбросаны многочисленные обломки защитных сокровищ, но он был еще жив, хотя и крайне тяжело ранен. Внезапно Хань Ли появился примерно в 3 километрах от него, и его взгляд мгновенно остановился на пожилом человеке внизу. Пожилой человек тоже посмотрел на Хань Ли в то же время, и его глаза были полны жгучей злобы. Хань Ли холодно фыркнул, когда в его глазах заблестело убийственное намерение, и он уже собирался спикировать сверху, когда вокруг него внезапно появились несколько потоков лазурного света, и 5 одинаковых Фан Паней одновременно возникли из воздуха, и все они рубили его саблями с разных направлений. 5 черных сабельных проекций слились в одну, накладываясь друг на друга, как во сне, пронзая прямо в сердце Хань Ли, и Хань Ли, увидев это, немедленно ускорил свое снижение. Раздался громкий удар, когда сабельная проекция ударила его по спине, мгновенно разрушив его истинную экстремальную мембрану и нанеся кровоточащую рану, достаточно глубокую, чтобы обнажить кость.
Хань Ли воспользовался силой удара, чтобы еще больше ускорить свое снижение к пожилому человеку, и в то же время щелчком запястья послал небольшой шар в свою цель. В этот момент все защитные сокровища пожилого человека в парчевой робе были уже разрушены, и он получил чрезвычайно тяжелые ранения, из-за чего не мог уклониться от приближающейся атаки. На его лице немедленно появилось решительное выражение, когда он опустил ладонь на макушку, и во вспышке света из нее вылетела золотая зарождающаяся душа, которая попыталась бежать. Однако прежде чем она успела уйти, жемчужина грома тяжелой воды, которую Хань Ли приобрел на большом аукционе, взорвалась без всякого предупреждения. Черное солнце размером с гору мгновенно появилось из воздуха, высвободив сотни толстых потоков лазурной и пурпурной молнии, а также поток разрушительной силы законов. Потоки лазурной и пурпурной молнии напоминали хлысты бога молнии, когда они хлестали во всех направлениях, в мгновение ока уничтожая тело и зарождающуюся душу пожилого человека в парчевой робе. Однако как раз в этот момент из разрушенного физического тела пожилого человека внезапно вырвался поток лазурного света. Он двигался так быстро, что его скорость могла сравниться с мгновенной телепортацией, и он влетел прямо в тело Хань Ли, когда тот отчаянно улетал от взрыва. Пока Хань Ли покончил с жизнью пожилого человека в парчевой робе, Фан Пань отступил назад, и перед ним появилась черная цепь, вокруг которой непрерывно циркулировали бесчисленные черные руны. Сразу же после этого он устремился по воздуху в погоню за Хань Ли. Раздался оглушительный грохот, когда черное солнце размером с гору взорвалось, превратившись в обширное пространство черного света, которое быстро расширялось во всех направлениях. Хань Ли и Фан Пань едва успели вылететь из зоны действия черного света, но все же неизбежно были поражены ударными волнами, возникшими в результате взрыва, отчего их отбросило в сторону довольно неустойчиво. Вокруг Фан Паня появился яркий лазурный свет, когда он несколько раз подряд метнулся по воздуху, двигаясь так, что это противоречило здравому смыслу, поскольку он то исчезал, то появлялся, в мгновение ока достигнув Хань Ли. Взмахом запястья черная цепь в его руке выстрелила во вспышке, устремившись прямо к нижней части живота Хань Ли. Приближающаяся цепь была слишком близко, чтобы Хань Ли мог уклониться, и он немедленно открыл рот, чтобы выпустить несколько шаров кровяной эссенции, которые взорвались, образовав вокруг него большое облако кровавого тумана. Черная цепь пронеслась сквозь облако кровавого тумана, но практически в тот же момент из кровавого тумана вылетела багровая фигура, которая всего за несколько вспышек улетела на сотни километров, а затем полностью исчезла с еще одной вспышкой. Облако кровавого тумана быстро рассеялось, и цепь также нигде не было видно. Почти в 100 километрах отсюда в небе над темно-синим морем вспыхнула серебряная молния, и Хань Ли вывалился из нее, весь покрытый кровью. Он чуть не упал с неба, прежде чем прийти в себя, и его лицо еще больше побледнело. Техника движения кровавой тени, которую он только что применил, еще больше ухудшила его состояние, и его постоянное бегство в течение последних почти 2 месяцев сильно сказалось на его теле. Он глубоко вздохнул, чтобы взять себя в руки, и только после того, как проглотил пилюлю восстановления истока, его щеки начали понемногу розоветь. Затем он закрыл глаза и направил свое духовное чувство в свой собственный дантянь, и действительно, вокруг его зарождающейся души появились 4 чрезвычайно знакомые черные цепи. Однако, увидев это, он испытал большое облегчение. К счастью, ему удалось отреагировать как раз вовремя, поэтому Фан Пань не смог полностью высвободить силу этих надоедливых цепей. Иначе, если бы его зарождающаяся душа была бы снова запечатана, то он был бы уже мертв. Тем не менее, половина его бессмертной духовной силы все еще была запечатана. Сразу же после этого его брови слегка нахмурились, когда он заметил светящуюся черную метку, парящую под его зарождающейся душой, и она была оставлена тем потоком лазурного света, который выстрелил из тела пожилого человека в парчевой робе прямо перед его смертью. Это было не ограничение или что-то в этом роде. Вместо этого это, скорее всего, был какой-то тип метки слежения. При наличии достаточного времени он смог бы уничтожить метку, но Фан Пань явно не собирался давать ему такой роскоши. Довольно странным было то, что аура, исходящая от метки, принадлежала Фан Паню, а не пожилому человеку в парчевой робе. Как раз когда Хань Ли размышлял над этим вопросом, он внезапно повернулся, чтобы взглянуть в определенном направлении, когда на его лице появилось странное выражение, и, подумав немного, он начал лететь дальше в том направлении полосой лазурного света. Примерно через 15 минут он остановился над определенным участком моря, и на его лице появилось довольно озадаченное выражение. Его духовное чувство подсказывало ему, что окружающее море в радиусе почти 100 километров необычайно спокойно. В этом районе было много обычной рыбы, но почти не было демонических зверей. Подумав об этом, он начал лететь дальше в эту область полосой лазурного света, и в то же время он полностью скрыл свою собственную ауру, опускаясь на морское дно, как камень. При этом он высвободил свое огромное духовное чувство,
чтобы слой за слоем окутать метку в своем теле, пытаясь скрыть ее и сделать как можно более незаметной для внешнего мира. Вскоре после того, как Хань Ли опустился на дно моря, Фан Пань во вспышке лазурного света появился над поверхностью моря. Он на мгновение закрыл глаза, чтобы почувствовать местонахождение Хань Ли, а затем устремил взгляд вниз. Несмотря на то, что метка слежения, которую он оставил, была чем-то подавлена, он все еще мог смутно ощущать ее. На его лице появилась холодная улыбка, когда он полосой лазурного света устремился прямо вниз к поверхности моря, а затем погрузился в воду. С его скоростью он смог достичь морского дна в мгновение ока. На дне моря было совершенно темно и тихо, и он быстро окинул взглядом окрестности, прежде чем сосредоточить свое внимание на неприметном большом камне на расстоянии нескольких километров. Затем он без колебаний бросился к камню, выпуская черную сабельную проекцию длиной в несколько километров, разделяя всю морскую воду на своем пути, когда она неслась по морскому дну. Сабельная проекция ударила по большому камню, но, к большому удивлению Фан Паня, камень не раскололся. Внезапно Хань Ли выстрелил с другой стороны камня полосой черного света, и на его лице появилась едва заметная улыбка. По обе стороны от Фан Паня появились два клона, и они рубанули своими черными саблями по воде, посылая пару сабельных проекций, устремившихся к Хань Ли слева и справа. Две сабельные проекции соединились, образуя черный крест, когда они устремились к Хань Ли, взбудоражив всю морскую воду на своем пути. Хань Ли, похоже, был уже готов к этому, и он скрестил свои покрытые чешуей руки перед собой, образуя барьер. Раздался громкий лязг, когда он отлетел назад, как пушечное ядро, от силы удара, и как раз в этот момент издалека раздался громоподобный рев, заставивший все морское дно дрожать и сотрясаться. Морское дно вдали затем яростно взорвалось, посылая бесчисленные осколки камней во всех направлениях, когда медленно появилась горная черная тень, испускающая ужасающе мощную ауру. Как оказалось, тот, казалось бы, неприметный большой камень раньше на самом деле был одним из мясистых наростов на теле огромного существа. Фан Пань, естественно, был весьма встревожен этим неожиданным поворотом событий, и он немедленно приостановил свое преследование Хань Ли. Тем временем Хань Ли самодовольно ухмыльнулся Фан Паню, а затем исчез в ближайшей траншее на морском дне, полностью скрывшись из виду. Даже его аура полностью исчезла. Сердце Фан Паня немедленно сжалось, увидев это, и как раз в тот момент, когда он тоже собирался скрыть свою собственную ауру, перед ним внезапно открылась пара гигантских зеленых глаз, и они смотрели на него с яростным убийственным намерением. В сердце Фан Паня немедленно закралось беспрецедентное чувство страха. В этот момент он уже отчетливо разглядел полную форму черной тени, и это был гигантский пурпурно-черный осьминог размером более 3 километров. Его тело было усеяно черными выпуклыми наростами, напоминающими большие камни, а его большие щупальца яростно размахивались в воде, взбудоражив все море. Под парой глаз открылась расщелина, обнажив огромную черную дыру, внутри которой едва можно было разглядеть ряд острых белых зубов, и было ясно, что быть поглощенным этим существом — верная гибель. Это морской зверь поздней стадии истинного бессмертного.